Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы работали. У нас уже есть узорчики с такими ниточками и, естественно, с новым узорчиком. Сразу акцентирую ваше внимание, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Узорчики универсальные. Самое главное, подберите правильно крючок. А я показываю пряжу, рассказываю о пряже, на которой буду сегодня показывать образец узорчика. Итак, новички, кто еще не знает данную пряжу, Alize Angora Gold Simli. Идем дальше. В моточке в 100 граммах 500 метров находится по составу 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. И советуют производители брать крючок от двоечки до четверочки. Я беру троечку, потому что я данную пряжу вязала тройкой, и меня в принципе все устраивает. Вы в свою очередь берете, точно так же читаете аннотацию, да, для своей пряжи и подбираете крючок. Чтобы не забыть, сразу же назову вам цвет. Смотрите. Цвет 144. На камеру передается точно такой же, какой он есть на самом деле. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 9 петелек. Я наберу 3 раппорта, это получается 27 воздушных петелек. И дополнительно я еще наберу кромочные столбики. Вы можете набирать их, можете нет. Но я еще по 2 столбика с каждой стороны сделаю. Получается еще плюс 4. 27 плюс 4, 31 воздушная петелька. То есть я набираю 31 воздушную петельку, а вы набираете, сколько вам будет удобно. Все как всегда, в начале петельку фиксации мы делаем. Ее при наборе петелек мы не считаем. А теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее, как и в многих узорчиках, особенно для новичков, рекомендую сделать вспомогательный ряд, чтобы вы не запутались в воздушных петельках. Ряд у нас будет состоять из столбиков с накидом. В столбиках вы точно не запутаетесь. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку ныряем. Вытягиваем ниточку. Провязываем по 2 петельки. Вот он наш столбик с накидом. Точно так же следующую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. И точно так же шагайте в каждую петельку цепочки, провязывайте столбики с накидом, сами себя контролируйте. Количество столбиков должно быть равно количеству петелек, которые вы набрали в цепочке. То есть, если в моем случае я набрала 31 воздушную петельку, столбиков у меня должно получиться ровно 31, ни больше, ни меньше. Ну, у вас, естественно, сколько вы набрали. Не забываем, что первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, да, вот эти вот, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся и начинаем наш узорчик. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько приступаем к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Далее накид. В следующий столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Следующий столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. И получается, вот этот вот столбик, да, это столбик нашего узорчика. А вот эти 2 столбика, это мои придуманные столбики. Я сделала их как кромочные. То есть я буду ими начинать ряд каждый, я буду ими заканчивать ряд каждый. Вы можете сделать их не 2 столбика, да, а 3, 5, 7, 10, в зависимости от вашего изделия. Либо вообще не делать. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. Далее, смотрите, отступаем 3 столбика, отсчитываем. Раз, два, три. В 4 ныряем и провязываем 6 столбиков с накидом. Раз. Сюда же. 2. 3. 4. 5 и 6. У нас получается 6 столбиков с накидом. Вот такой вот веерочек. 2 воздушные петельки. Раз, два. Далее, смотрите, опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4 нырнули, провязали столбик с накидом. 1 столбик. Далее,
Следующий столбик, второй столбик с накидом. И вот этот вот наш второй столбик с накидом, это не что иное, как вот этот вот первый нашего, получается, узорчика. То есть вот от столбика до столбика наш раппорт узорчика. Далее получается повторение. 2 воздушные петельки. Опять отступаем, пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 столбик провязываем 6 столбиков с накидом, формируем веерочек. 1, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4, 5 и 6. То есть точно такой же веерочек у нас получился, как самый первый веерочек. Вот. Угу. Опять делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 столбик провязываем 5. Столбик с накидом 1. И далее столбик с накидом 2. Поняли, да, принцип? И вот таким вот образом шагайте до конца ряда. Угу. Самостоятельно провяжите. И в конце ряда я вас встречу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд, ничего сложного нету. И заканчиваю ряд, видите, я точно так же. Получается столбик с накидом, это по узорчику, и 2 кромочные, так скажем, петельки, которые я набирала в самом начале. Вот это и есть мои 2 кромочных столбика. Повторюсь еще раз, вы либо их делаете, либо их не делаете вообще, да? Либо делаете, но больше. Все, на этом пока не останавливаюсь. 3 петельки подъема, поворот, над столбиком провязываем столбик с накидом. Над столбиком провязываем столбик с накидом. Здесь все понятно. Далее 2 воздушные петельки. И мы повторяем 2 воздушные петельки. 1, 2. Далее вот у нас 6 столбиков с накидом. Смотрите, как мы делаем. Мы захватываем первый столбик. Сделали накид. Захватываем первый столбик сзади наперед. Столбик у нас получается перед крючком. Вытягиваем ниточку. И дальше провязываем, как обычный столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Но за счет того, что мы так его взяли, у нас получился, видите, такой вот выпуклый, рельефный. Называется рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. Второй столбик точно так же. Захватываем столбик сзади наперед. То есть не за верхушку, а именно за сам основание столбика, да. И вот у нас столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и опять провязываем 2 петельки, 2 петельки. Рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. Третий столбик. Точно так же. Захватили, вытянули, провязали. Все, как только 3 столбика провязали, 2 воздушные петельки. Накид. Остальные 3 столбика точно так же провязываем. Столбик с накидом. Рельефный лицевой. Второй точно такой же столбик рельефный лицевой с накидом. И третий. Вот. То же самое у нас получился, тот же самый веерочек, да, он немножко просто разошелся у нас. И по центру появилась вот такая вот арочка. 2 воздушные петельки. 1, 2. Смотрите, вот эти вот наши столбики тоже будем провязывать рельефными лицевыми столбиками с накидом. Точно так же захватили, столбик 1. Точно так же захватили, вытянули ниточку, столбик 2. Понятно? То есть здесь у нас все столбики рельефные, лицевые. Ну, кроме вот этих вот начальных, да, кромочных. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. И у нас идет опять же веерочек, мы его провязываем точно так же. То есть получается первые 3 столбика, рельефные лицевые столбики с накидом. 1, 2 и 3. Как только 3 столбика провязали, нам необходимо разделить будет, да, наш веерочек, и мы делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. Поняли, да? И опять получается заканчиваем наши 3 столбика точно так же. Рельефные лицевые столбики с накидом. 1, 2 и 3. Несложно? Несложно. Вот. И шагайте вот так вот рельефными столбиками до конца ряда. Не забудьте, что 2 столбика у нас тоже рельефных. Давайте. У вас получится. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. У вас такая же красота получается. И закончила, получается, ряд своими 3 столбиками обычными, да, и уже, видите, провязала следующие столбики следующего ряда, чтобы вас не отвлекать. Далее, смотрите, что мы делаем. Заметьте, да, как у нас выглядят рельефные столбики, получается, с этой стороны они выглядят как рельефные изнаночные, то есть мы видим вот по такой горизонтальной линии. Будем повторять рельефность. Итак, для начала 2 воздушные петельки есть.
Теперь ныряем вот в эту арочку, накид, нырнули в арочку, вытянули ниточку, вот так вот подтянули, не провязываем, держим на крючке. Раз, накид сюда же, 2, накид сюда же, 3, накид сюда же, 4, накид сюда же, 5. Все вместе провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе провязали. Вот, получился наш пышный столбик. В зависимости от количества накидов и от количества петель, которые вы набираете, столбик будет выглядеть более эффектно. Чем больше петелек, тем, конечно, эффектнее столбик. Но и пряжи кушает, логично, что больше. Поэтому рассчитывайте. 2 воздушные петельки. Сюда же опять в арочку возвращаемся и провязываем точно такой же пышный столбик. Я буду делать 5 петелек, 5 накидов. Раз, вы можете сколько угодно. 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе. 2 воздушные петельки. И третий раз делаем точно так же. Сюда же в эту же арочку. Раз, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали до 2 петелек и затем 2 петельки вместе провязали. Вот у нас получились вот такие вот, получается, 3 пышных столбика. Так, идем далее. Опять 2 воздушные петельки. Раз, 2. И вот когда я говорила, что мы сохраняем рельефность, вот об этом я и имела в виду. Смотрите, вот идут наши 2 столбика. Они у нас провязывались рельефными лицевыми. Но чтобы они так и оставались рельефными лицевыми на лицевой стороне, да, мы должны здесь их провязать рельефными изнаночными. Смотрите, накид. Захватываем столбик наоборот, спереди назад. Видите? Столбик за крючком. Вытянули ниточку. И провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Называется рельефный изнаночный столбик с накидом. Следующий столбик точно так же. Захватили столбик, у нас получается за крючком. Вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Понятно? Вот по итогу уже должно получиться. Опять 2 воздушные петельки и переключаетесь вот на арочку. И провязываете точно так же 3 пышных столбика. Чтобы далее все повторение. 3, 4, 5. Провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. Понятно, да? Все, давайте до конца ряда, то есть ваша задача провязать пышные столбики и 2 рельефных изнаночных столбика с накида. Все, ничего сложного у вас получится. И в конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, вот наши веерочки, получается, готовы. Все ровненько, аккуратненько, пышные столбики. Я уже закончила ряд, смотрите, 3 столбиками. И уже перевернула, да, свое вязание и сделала к следующему ряду опять 3 столбика, чтобы не отвлекаться. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. 3 воздушными петельками будем начинать ряд и заканчивать. Дальше в арочку между шишечками нырнули и провязали столбик без накида. 2 воздушные петельки. Здесь будут 2. Опять в арочку нырнули, провязали столбик без накида. 2 воздушные петельки. И теперь смотрите, у нас идут 2 столбика рельефных лицевых. Мы будем провязывать, из них делать 4 столбика. Смотрите как. В начале первый столбик мы берем как рельефный лицевой столбик с накидом. И его также провязываем. Дальше беремся за верхушку этого же столбика. Провязываем обычный столбик с накидом. Следующий столбик наоборот. В начале обычный столбик с накидом. Есть. А затем рельефный лицевой столбик с накидом. Оп, захватили, вытянули и провязали. 2 петельки, 2 петельки. Смотрите, из 2 столбиков получается у нас 4. Угу. Потом опять 2 воздушные петельки. Переключаемся в арочку. Столбик без накида. 2 воздушные петельки. Переключаемся в арочку. Столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. Вот наши 2 рельефных лицевых столбика. Мы из них делаем 4. Итак, первый столбик рельефный лицевой столбик с накидом. Второй за верхушку этого же столбика обычный столбик с накидом. Дальше зеркально наоборот. Вначале обычный столбик с накидом. А затем рельефный лицевой столбик с накидом. Все, точно так же. Из 2 столбиков сформировали 4. И вместе довяжем до конца. 2 воздушные петельки. В арочку между пышными столбиками столбик без накида. 2 воздушные петельки. В арочку между столбиками пышными, да, столбик без накида. И вот здесь мы делаем 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И дальше наши 3 столбика
провяжем вместе, да? Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, столбик с накидом 3. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И опять провязываем наши столбики. Тут как бы без изменений. 1, 2. Угу. Вот. Идем дальше. Наша теперь задача соблюсти рельефность, да, помните, то есть рельефные изнаночные здесь будут у нас столбики, с той стороны у нас все рельефные лицевые. Какая особенность? Для начала здесь мы провязываем точно так же 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, переключаемся вот на нашу, получается, центральную арочку и в нее провязываем 2 обычных столбика с накидом. 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Далее у нас идут, смотрите, получается, мы должны будем переключиться вот на наши 4 столбика, которые мы провязывали. 2 воздушные петельки. 1, 2. И из 4 столбиков мы должны будем здесь сделать 6 столбиков. Смотрим. Первый столбик у нас был рельефный. Мы здесь его провязываем рельефным изнаночным. Захватываем так, что столбик у нас за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Далее, смотрите, следующий столбик получается. Мы вначале провязываем обычным столбиком, второй столбик, обычным. А потом его же захватываем точно так же спереди назад, столбик за крючком, так, вытягиваем ниточку и провязываем точно так же по 2 петельки. Будет рельефный изнаночный столбик с накидом. Понятно? Рельефный изнаночный, обычный, рельефный изнаночный. Далее, смотрите, следующий получается наши 2 столбика. 1, 2. Провязываем рельефный изнаночный, так, то есть зеркально наоборот. Провязали. Потом за верхушку этого же столбика беремся и провязываем обычный столбик. И за последний столбик, который у нас был рельефным, провязываем его рельефным изнаночным столбиком. То есть вот что у нас получается на изнаночной стороне, да, уже видно, что 6 столбиков. Переворачиваем, что получается на лицевой стороне. Вот видите? Ровненько, аккуратненько. 2 рельефных столбика посередке. Далее обычные столбики и 2 рельефных столбика по сторонам. Угу. Все. Это единственная как бы такая особенность интересная. Все. Дальше идем, получается. 2 воздушные петельки. 1, 2. И в центральную арочку точно так же провязываем 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом, 2 столбика с накидом. Все. Дальше повторение. Угу. Справитесь. Если что, перематывайте сюда. И у вас все получится. Давайте в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот провязали, да, у нас получается 2 комплекта вот по 6 столбиков, так. И не забывайте, что вот здесь вот получается мы сделали 3 воздушные петельки, чтобы наш узорчик не скукожился, да, не сузился. Закончили 3 столбиками, опять перевернула я ряд, получается, вязание свое, и начала ряд новый, 3 столбика с накидом. Далее, смотрите. Точно так же в начале ряда 3 воздушные петельки. И вот эти вот 2 своих столбика обычных я буду провязывать рельефными лицевыми столбиками с накидом. То есть я вижу, что в данном, получается, у нас на данной стороне все столбики рельефные лицевые. И я провязываю рельефный лицевой, ну, чтобы не запутаться, да? Вы уже отличаете лицевые изнаночные. Вот, 2 рельефных лицевых столбика с накидом. Далее, смотрите, 2 воздушные петельки. И теперь я буду провязывать 3 столбика, да, вот точно так же, как в самом начале. Помните, 3 рельефных лицевых, 2 воздушные петельки, 3 рельефных лицевых. То есть я повторяю точь-в-точь ряд. Итак, получается, вот мой первый рельефный столбик. Я его провязываю рельефным лицевым столбиком с накидом. 1. Далее помните, да, у меня был обычный столбик. Я его точно так же захватываю, как рельефный лицевой, и провязываю. Есть. И третий столбик у меня был рельефным. Я его в данном случае беру точно так же, провязываю рельефным лицевым столбиком с накидом. Все, вот мои 3 столбика готовы. Далее у меня по узорчику 2 воздушные петельки. 1, 2. И переключаюсь опять на мои столбики. То есть вначале у меня был рельефный. Я беру рельефный столбик, провязываю рельефным столбиком. Все столбики рельефные с накидом. Потом у меня, помните, был обычный столбик. Обычный
захватываю и точно так же провязываю рельефным лицевым столбиком с накидом. И последний рельефный провязываю рельефным лицевым столбиком с накидом. Все, несложно. То есть, если приглядитесь, да, внимательно посмотрите, вот ваш второй ряд вашего узорчика, вот он тот же самый здесь и есть. Просто мы его сместили в шахматном порядке. Угу. Все. Давайте точно так же. 2 воздушные петельки, 2 рельефных столбика. 2 воздушные петельки, 3 рельефных, 2 воздушные, 3 рельефных. 2 воздушные, 2 рельефных. И тут у нас будет 3 воздушные петельки, да, чтобы у нас вот так вот не стянулось вязание. Все. И заканчивайте опять точно так же 3, ну, возможно, в вашем случае может быть другим количеством столбиков, но я буду заканчивать 3 столбиками. Понятно? То есть вот ваш второй ряд вы повторяете. Давайте. Так, смотрите. Все ровненько, аккуратненько. Все у нас получилось. Так. Закончили мы ряд 3 воздушными петельками и 3 столбика с накидом. Далее я перевернула вязание, провязала свои 3 столбика с накидом, чтобы вас не отвлекать. Так. Вот, идем дальше. Опять по узорчику мы здесь сделаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Далее смотрите, вот у нас 2 столбика, и мы должны их провязать 2 столбиками, тоже рельефными. И смотрим внимательно. Видите, горизонтальные полоски. Значит, здесь у нас рельефные изнаночные столбики, то есть сторона изнаночная, чтобы вы не запутались. Значит, провязываем столбик изнаночным, да? Итак, крючок спереди назад. Получается столбик за крючком, вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный изнаночный столбик с накидом. Второй столбик провязываем точно так же. Вот наш столбик, захватили его и провязали рельефный изнаночный столбик с накидом. Есть. А далее мы переключаемся вот в нашу арочку и провязываем пышные столбики. 2 воздушные петельки и нырнули в арочку и начинаем набирать петельки. 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. В моем случае будет 5. Вы можете делать больше или меньше. Провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. 2 воздушные петельки. И опять провязываем пышный столбик, но вы уже знаете, да? То есть вот ряд наш получается, третий ряд, предыдущий, который мы провязывали. Мы провязываем его точно так же. Повторяем третий ряд. Давайте до конца ряда, и в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наши пышные столбики готовы. Красиво, аккуратненько. Помним, да, начали мы ряд 3 воздушные петельки, закончили 3 воздушные петельки. 3 столбика у меня, у вас может быть 1, может быть 5, может быть 10. Да? И чтобы вас не отвлекать, я точно так же свои столбики уже здесь провязала. 3 столбика. Далее смотрим по нашему узорчику. Как только мы провязали пышные столбики, следующий ряд у нас идет увеличение наших столбиков. Было 2, станет 4. То есть здесь мы будем делать из 2 столбиков 4, из 2 столбиков 4, из 2 столбиков 4. Ну и здесь получается уже автоматически мы делаем 2 воздушные петельки, чтобы наше вязание не фалдило, да? Итак, вначале мы провязываем рельефный лицевой столбик с накидом, провязываем его рельефным лицевым. Далее, второй столбик за верхушку этого же столбика мы провязываем обычным столбиком с накидом. Вспоминаете, да? Следующий столбик зеркально наоборот. Вначале у нас идет обычный столбик с накидом, а потом этот же столбик, да, мы провязываем как рельефный лицевой столбик с накидом. Так, рельефный лицевой столбик с накидом. Все, начинается у нас расширение. Дальше, смотрите, 2 воздушные петельки. 1, 2. Переключаемся в арочку, провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. 1, 2. Переключаемся в арочку, столбик без накида. 2 воздушные петельки. 1, 2. И вот опять наши 2 столбика, мы из них делаем 4. Помните, да? Все, если что, перематываете вот сюда, смотрите, повторяете. Все то же самое, просто в шахматном порядке. Давайте до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, растет потихонечку наша красота. Сформировали мы по 4 столбика. В следующем ряду, помните, да, из 4 будем делать 6. Итак, 2 воздушные петельки, 3 столбика, еще 3 столбика, чтобы вас не отвлекать, я уже провязала. И приступаем дальше. 2 воздушные петельки делаем. 1, 2. И вспоминаем. Здесь получается, видите, по горизонтальным полосочкам мы видим, что здесь у нас были рельефные столбики, и они были изнаночные. Значит, мы повторяем, делаем изнаночные столбики. Итак, первый столбик захватываем спереди назад, столбик за крючком, вытягиваем, сейчас вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Дальше, следующий у нас столбик, видите, вначале мы провязываем обычный столбик, беремся за верхушку.
Следующий столбик, точно такой же, этот же столбик, да, мы захватываем как изнаночный, рельефный изнаночный столбик. Есть. И вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. У нас получилось 3 столбика. Рельефный изнаночный, обычный, рельефный изнаночный. Следующий провязываем точно так же. В начале рельефный изнаночный у нас будет столбик. Все столбики с накидом. Далее за верхушку беремся этого же столбика рельефный обычный, рельефный обычный, просто обычный столбик с накидом. И опять рельефный изнаночный столбик с накидом. Все, вот наши 6 столбиков. Опять получается у нас идут 2 воздушные петельки. Переключаемся в центральную вот эту арочку и провязываем 2 обычных столбика с накидом. Раз, два. Поняли, да? Все, давайте до конца ряда. Вы уже этот ряд провязывали. Так. И в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот мы провязали наш ряд. Получается у нас уже 6 столбиков, да? Тут 2 столбика, 6 столбиков, 2 столбика. И получается, смотрите, если внимательно приглядитесь, это все тот же самый ряд, получается, самый первый. 6 столбиков, 2, 6, 2. Поняли, да? И видите, они уже располагаются друг на дружкой. То есть дальше вы повторяете второй ряд. Так, провязываете, разделяете свой веерочек. Потом пышные столбики. Так, потом, получается, у вас разделяются 2 столбика на 4. Все. И дальше опять повторение пошло. То есть узорчик сам по себе 4 рядочка. Дальше просто в шахматном порядке. Вертикальный раппорт 8. То есть 8 провязали, с 9 опять повторяете первый. Вот такая по итогу получается красота. Ну что, увеличим еще немножко, да? Посмотреть, что в итоге получается. Уже видно, что очень красиво. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что у нас по итогу получается. Похоже на цветочки, да? То есть вот такие вот листики, а тут как бы лепесточки такие вот. Опять ствол, да? Листочки, лепесточки. Как вам? Может быть, что-то другое видите? Пишите в комментариях. Да, дырявчато. Да, вот так нежно-ажурно получается. Но в то же время с пышными столбиками. Вот так вот в моем случае из моей пряжи тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. Надо пробовать. Так. Лицевая сторона, изнаночная сторона. Смотрите, изнанку, конечно, вы не поносите, но вот так вот все ровненько, аккуратненько видно, да? Вот видите, горизонтальные полосочки – это рельефные изнаночные столбики. Рельефные лицевые здесь придают, видите, такой объемчик. То есть узорчик не плоский, узорчик объемный, но дырявчатый. Но ничего страшного, да? Палантинчик однозначно, а потом уже смотрите на ваше усмотрение. Кофточки или кардиганчики, жилеточки. Да, под низ одели для контраста что-то интересное и будет смотреться вообще шикарно. Вот так вот получается сегодня узорчик. Давайте замерим. Я набирала, получается, 30, да, одну воздушную петельку набирала. Если моей же пряжей, моим же крючком, моей же плотностью вязания, то в моем случае, давайте замерим, это получается, так, ну, 16, так скажем, и 6, да, сантиметров, 16,5, 16,6 сантиметров. А тут, получается, мы договорились, что каждый цветочек, да, это 4 ряда. 4, 8, 12. Первый наборный ряд 13. И это у нас, ну, 11 с хвостиком сантиметров. Вот, ну, практически 11. Вот. То есть, в принципе, узорчик интересный. Я надеюсь, что вам он понравился сегодня. Если кто вдруг вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали. Если не вязали, подбрасывайте идейки, что можно данным узорчиком вязать, с каких ниточек. Пробовать нужно из любых. Один и тот же узорчик в разной пряже выглядит по-разному. Так что пробуйте. Как вам сегодняшнее видео? Надеюсь, понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Самый верхний должен быть темненький. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте в свои плейлисты. Всем ровных петелек. И встретимся в новых видео. Пока-пока.